Коты впали в осеннюю спячку. Добрый день, друзья! Месяц назад я приобрела 2 уцененных парфюмерных фабрики в Ашане. Маленькое видео, которое мы снимали с мужем прямо в Ашане, выставлено на телеграм-канале. И я пообещала вам, что пока дойдем до пересадки, буду вам рассказывать об этих 2 орхидеях. Какие-то небольшие изменения буду показывать в телеграм-канале. Ссылку на телеграм-канал оставлю в описании под видео. А если мне нужно что-то много вам рассказать об этих 2 орхидеях, буду рассказывать здесь, на YouTube-канале. Но, конечно, наши видео дублируются на Дзене, в телеграм-канале, в ВКонтакте есть группа. И ВКонтакте я отвечаю на вопросы в личных сообщениях. В общем-то, произошло немного, но интересные факты. Вот вы, наверное, заметили, что в самом начале я очень внимательно рассматривала орхидею вот в такой, называется, ювелирный микроскоп. Он недорогой, его можно приобрести на Алиэкспресс и на наших маркетплейсах. Подстраивается под зрение, есть белое освещение, есть ультрафиолет. Я им не пользуюсь. Мне больше нравится вот это освещение. Вот так можно им работать. У этого микроскопа 60-кратное увеличение. Ему уже много лет. Немного, а всего года 3. У меня есть микроскоп, которому 10 лет, если не больше. Я их перепутал. Да. Но у меня его дочка забрала, там 40-кратное увеличение. Не могу вам его показать. Почему же я так внимательно осматривала орхидею даже с применением микроскопа? А я сейчас, вот перед съемкой, увидела на этой орхидее вот здесь, под этим листиком, с этой стороны и с этой стороны, и даже на самом листике, по-моему, вот здесь, да? Видно? Небольшие сладкие капли. И для того, чтобы определить, что же это такое, мне пришлось смотреть вооруженным глазом. Может быть, это вредители. Такие липкие капли оставляют щитовки, мучнистые червецы и трипсы, когда грызут лист, они тоже вокруг себя создают вот такой липкий слой. Это то, что у них не перерабатывается сахар, они его выбрасывают во внешнюю среду. Через выводящую систему. Да, и оставляют вот такие капли на листьях. Но бывает и другое. Вот эти вот маленькие капельки на листьях, это может быть просто гутация. Вот что такое гутация, никак не могут разобраться биологи. Очень много версий, поэтому объяснять не буду. Мне нравятся 2 версии, которые я всегда озвучиваю. Орхидея или привлекает опылителей, потому что у нее есть еще цветочки, или же отталкивает вредителей. Есть и такие версии. Какие из них правильные, к сожалению, я не знаю. Большое спасибо моим подписчикам, которые мне написали в комментариях под видео, как может называться эта орхидея. Скорее всего, это новый сорт парфюмерной фабрики, и называется он Мелион. Я посмотрела фотографии в интернете. Да, очень похоже. Но только моя-то фабрика цветет уже 3-й месяц. Я же ее первый раз увидела, когда она стоила 3000 рублей. И не купила тогда. А потом через месяц, приехав в Ашан, увидела, что она стоит всего 1000 рублей. Но она отцветала, была в таком полуудручающем состоянии. Корней нет совсем.
и цветочков мало. Ну, посмотрите, она довольно-таки долго держит, уже целый месяц эти цветы. Но они выгорели, они стали чуть-чуть розовыми. Очень хочется посмотреть, когда она действительно первый раз расцветет в домашних условиях. И если это новый сорт, это просто подарок какой-то. Ну вот бывает так. Цветение у нее очень яркое и неоновая, красивая часть около колонки. Вот здесь. Ну, в общем, будем ждать домашнего цветения, тогда и точно определимся. Но думаю, что все-таки подписчики написали правильно. Что у этих орхидей еще было не так? Корней не было. Если у одной орхидеи, то какие-никакие вот эти зеленые корни есть, то у второй орхидеи в горшке, ну вот здесь какой-то проглядывает малышок, и вот здесь какой-то проглядывает. Были корни только сверху. И что же эти орхидеи решили сделать за вот этот вот длинный месяц? Обе, посмотрите, обе растят листик. У одной листик чуть крупнее, у второй мельче. Почему? Потому что эта орхидея уже не цветет. И она перешла в вегетативное состояние, в состояние роста. И даже по корням видно, вот вы, наверное, не увидите через эти полосочки. Вот появился раскукленный корень. Он там глубоко, но он есть. То есть орхидея начала расти. Не только лист растет, но и корень появился. У этой орхидеи все эти проявления чуть-чуть меньше, потому что есть еще цветы. Да, на последнем этапе цветения орхидея тоже переходит в вегетативное состояние, но не так быстро. Вот он, крошечный листик, и я вам тоже покажу крошечный корень. Сейчас мне его самой очень сложно найти, но он тоже есть. Сейчас смотри, вот он. Но пока ничего другого я не заметила. Но все-таки прогресс налицо. Орхидеи здоровые. Все относительно. Сейчас продолжу, почему я в микроскоп так внимательно разглядывала орхидею. Ну, на вид здоровые и растущие. Вот это действительно здоровое. А вот эту-то я рассмотрела в микроскоп. И вот там, где появляются такие сладкие пятна, они чем еще вот для меня плохие. На сладких пятнах очень часто поселяется грибок. И вообще, эти орхидеи простояли в магазине ну минимум 2 месяца. И вот сейчас при внимательном рассмотрении, вооруженным глазом, я увидела вот здесь на листиках мелкие черные пятнышки. Это грибок. И вот эту-то орхидею, ну и эту за компанию, конечно, они же рядышком стояли, нужно обрабатывать фунгицидами против грибков, против грибковых заболеваний. Нужно это делать сейчас, потому что когда это станет видно вооруженным глазом, это может быть поздно. Не важно, что она еще цветет, не важно, что она перешла в вегетативное состояние. Нужно обработки фунгицидами. И начну я, конечно, с самого простого, это будет фитолавин. После обработки зеленым мылом, видимо, все-таки грибки проросли, и зеленое мыло не помогло, буду протирать неразбавленным фитолавином. Кстати, недавно об этих препаратах я вам все тоже рассказывала. Начну с самого простого. Если сложно будет подобраться к этим листикам, ну тогда сделаю концентрированный раствор. То есть на
20-30 мл воды разбавлю 2 мл фиталовина. Но лучше всего неразбавленный фиталовин вылить на ватный диск и протереть всю орхидею. Причем один ватный диск никогда нельзя использовать на другой орхидее, потому что вы просто перенесете грибковое заболевание. И еще, осматривая внимательно листья, надо убедиться, что на нижних листах грибкового заболевания нет. Ну а если есть, то неважно, как мы будем протирать орхидею, но если нет, то сначала чистые листья и только потом пораженные. И, конечно, ватный диск убираете и выбрасываете. Но прогресс налицо. Это мне очень нравится, и мы с вами продолжаем наблюдать за прекрасными орхидеями «Парфюмерная фабрика». До новых встреч, друзья! До новых историй! До продолжения роста этих орхидей, и увидимся на канале.